Всем привет из Одессы! Сегодня 30 апреля 2025 год. Не забудьте, пожалуйста, поддержать видео лайком, написать добрый комментарий в поддержку канала и подписаться на канал, если вы еще не подписаны, чтобы быть в курсе реально происходящего в Одессе. Посмотрите на мои руки. Пока я сложила этот велосипед, уже никуда ехать не хочется. Сейчас вторая стадия — погрузить его в багажник. Он тяжелый, зараза. И складывается так тоже нелегко. Так, ну что, заперла я его. Еле-еле. Правда, Еве теперь негде сидеть, но поедет со мной спереди. Что тут вообще происходит? Парковку снова, что ли, закрыли? Машинам некуда остановиться. Офигеть. Вот это да. Вот это я приїхала на море. Машині біля ворот не паркувати. Не паркувати. Проводяться роботи з відновлення покриття. Так что вот так вот, ребятки. Видите, теперь не разъехаться, блин. И эти уже ходят, всех тут штрафуют. То есть там парковку закрыли, где мы обычно становились. Типа на ремонтные работы. И в итоге все стали, там висят знаки, что нельзя, парковка, стоянка запрещена. И тут уже эти инспекторы ходят и всех штрафуют. Вот. А я еще сама хотела туда стать. Но потом решила проехаться дальше. И увидела их вдвоем. Так что вот так вот. Но зато у меня такое сегодня шикарное место выхватило. Здесь, конечно, я ни на что не надеялась, что будет парковочка. Слушайте, такой ветер поднялся. Я даже не знаю, ехать на велосипеде или нет. В общем, не удастся мне сегодня покататься. Честно, ветер очень холодный. И для велосипеда это очень-очень опасно. Опасно заболеть, уши может надуть. Поэтому просто спущусь к моречку сегодня. В принципе, солнце так шпарит хорошо. Но вот этот вот ветер немного опоздал. Знаете, обычно перед Пасхой эти идут еврейские кучки. И прям ветер очень сильный. Люди, видите, загорают. Но я, если честно, не знаю. Такому ветру лежать, загорать не особо приятно. Водичка просто изумрудная. Здесь уже практически готов настил. Здесь будет пляж инклюзивный, новый, готовят к сезону. А дальше на 10-й станции все-таки немного есть людей. Может быть, там ветер потише, конечно. Очень сильный ветер. Конечно, я немного расстроена, что такой вот ветер и невозможно будет покататься. Как бы можно поехать, но это не то. Вы слышите, как он задувает? Да сейчас он будет мне и кепку сдувать, и все на свете. Хотя люди, вижу, едут оттуда, с трассы. Подождем, может быть, лучше момента. Еще все-таки все лето впереди, поэтому еще накатаемся. Хотя здесь, если не у моря, вроде потише с ветром. Не знаю я, что делать. Что делать с этим ветром? Ехать, не ехать. В общем, благодаря добрым людям
Я разложила велосипед. Он очень тяжело раскладывается вот здесь, вот в этой штуке. Очень сложно его, в общем, и раскрыть, и закрыть. Сила нужна. Ну, там парень помог, застегнули его, и я решила все-таки проехаться. Что ж зря столько мучиться. Вроде как бы велосипед маленький. Никаких проблем не должно с ним быть. Но нет, по соотношению, конечно, в машине он никак не маленький. Поэтому надо еще меньше велосипед покупать. Такой орленок. Или как он там называется, маленький, с маленькими колесиками. В общем, поехали. Наконец-то я еду на велосипеде. Ура! Тяжеловато, конечно, здесь на горку идти. Ехать, вернее. Поэтому идем пешком. А вот это вот прилет шахеда. В эту многоэтажку был весной. Видите, верхние этажи пострадали. Здесь, конечно, ветер сильный. Очень сильный. Люди тоже приходят, смотрят на вот это вот все. Очень сильный ветер, море волнуется из-за этого, но несмотря ни на что, рыбаки что-то хотят словить. Боже, а что это такое? Какая-то станция, солнечная панель. Девочки вообще раздетые. Очень много велосипедистов на самом деле катаются. Я спросила, девушка проезжала на велосипеде, говорю, там дальше есть смысл ехать в Аркадию? Сильный там ветер? Она говорит, ну вот здесь только на плитах, там дальше уже поспокойнее будет. Поэтому едем дальше. Есть такой настил деревянный. Я буду показывать все, что вижу. Я думаю, вам интересно будет посмотреть, что здесь происходит. Потому что очень давно я здесь не была. Наверное, уже больше года на велосипеде не ездила. Ну да, в прошлом году у меня была учеба, экзамены по вождению. Мне было как-то не до велопрогулок сильно в эту сторону. Боже, посмотрите, что здесь происходит. Ужас. Здесь был какой-то клуб, бич-клуб, и он горел осенью. И вот это вот до сих пор осталось. Представляете? Просто. Все сгоревшее. Наверное, будут они его в порядок приводить. Но оно сгорело еще зимой.
Вот мы с вами добрались до Аркадии, до туристического места. Кто любит Аркадию, кто давно просил. Показать Аркадию. Вот показываю. Не забудьте поддержать видео лайком. Ибица уже открыта. Вроде как. Ну, на аллею я не знаю. Есть смысл ехать, нет? В принципе, люди есть на аллее. Что в ту сторону не хочу на велосипеде ехать. Я больше хочу туда, вниз поехать. Посмотреть, что там происходит. Как тут пахнет. Здесь есть такие машинки, на которые можно отправить, поехать на Лонжерон на этих машинках. Не знаю, сколько стоит. Здесь что? Здесь у нас уже открылась хинкальня летняя. Людей, как вы видите, уже достаточно. Будний день. Обеденное время. Музыка, конечно, опять же, отовсюду. Вот это да, вот это негаданно-нежданно. Мы с вами сегодня очутились. Вообще люди каждый день катаются. Не ленятся. Берут велосипед или утром, или вечером и катаются. От Лонжерона до 16-й и обратно. Смотрите, какая здесь красота. Сделали арку с цветов. Очень красиво. И с качелькой. И здесь мы с вами доехали на смотровую площадку. Очень популярное место. Люди здесь сидят, пьют кофеечек и наслаждаются видом моря. И отсюда еще отправляются такие машинки маленькие. Не знаю, куда они едут. В Одессе появится старинная трамвайная остановка. Смотрите, какие молодцы. Температура повітря 18 градусов, вода 12 градусов. Не хватает таких табличек, знаете,
Действительно, где температура воздуха, температура воды. Здесь, конечно, хорошо, но в будний день. А летом, конечно, когда здесь толпы туристов, здесь, конечно, уединения невозможно будет получить. Здесь даже лавочки поделали. Кому места не хватит там с видом на море, можно вот здесь вот присесть, отдохнуть. Ресторан. И вот здесь немножко дальше, когда проходите, здесь тоже есть классное местечко со столиками, со стульчиками. Буфет на Малом Фонтане называется. Здесь можно тоже сидеть, пить кофеечек и наслаждаться морем. Здесь всегда очень много людей. Это он косточку нашел. Женщина говорит, теперь размачивает ее в водичке. А она не размачивается, хочет косточку съесть. Здесь поставили, кстати, воду для собак, ну, для животных. Вот это да! Поднимите голову выше. Вы помните этот недострой? Все, он уже практически дострой. Представляете, насколько быстро они его вообще подготовили и построили, этот отель? Да уж, я не удивлюсь, если в этом году уже... А, нет, ну в этом году вряд ли будут туристов принимать в этот отель. Да уж. Очень быстро, очень. Так, ну что, я не поленилась, еще и проехалась по аллее. И смотрите, уже фонтанчик запустили. Красота. Не полностью, конечно. Может, здесь прорвало трубу. Вечером здесь бывает шоу фонтанов. Музыку включают и подсветку. И здесь очень красиво тоже. Но это надо попасть, я не знаю во сколько, в 9-10 вечера. И, наверное, это летом, не сейчас. И вот здесь еще один фонтанчик есть. Какое шикарное дерево. Оно очень пахнет, но уже осыпается. Не знаю, тоже сакура, наверное. Только цветочки немножко поменьше. В прошлом году я его не помню. Очень красивое и очень пахучее. Так, ну снова мы с вами были в прямом эфире сегодня. Хорошо прогулялись.
И мне не скучно было возвращаться домой. И вам хорошо в эфирчике посмотрели. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить прямые эфиры. Также можете подписаться на мой телеграм-канал. Там я сразу выставляю, если я выхожу в прямой эфир, я сразу в телеграм-канал кидаю ссылочку, чтобы вы сразу смогли перейти. А я поеду дальше. Очень сильный ветер поднялся, поэтому пора уезжать с моречка. Смотрите, у нас сегодня здесь авария очень сильная произошла. Ужас. Полиция, дорога перекрыта полностью. Ужас, что с машиной произошло, это капец, конечно. Я надеюсь, что никто не пострадал. Куча молодежи тоже, детворы, пришло посмотреть. Это сейчас будут грузить. Куда вы хотите именно? На этом участке дороги по обе стороны стоят припаркованные машины постоянно. Здесь тяжело разъехаться, и, скорее всего, кто-то просто врезался в припаркованную машину, я так понимаю, вот в эту вот белую, которая стоит. Либо он как-то залетел на нее. Ну, в общем, вместо того, чтобы у моря штрафовать, лучше бы вот за такую парковку штрафовали. Здесь, кстати, видите, часто аварии случаются именно на этом участке дороги. Здесь вообще по-хорошему нужен какой-то светофор. Я не знаю, какая была скорость у этой машины, чтобы настолько врезаться и залететь аж на ту машину, на вторую. Просто в смятку.